Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Ну что, будем сегодня творить контент. Я здесь вижу, есть две классные легендарочки, которые мне бы хотелось сегодня реализовать. Это Спектра и Лич, а еще есть Тролль, а еще есть Квапа. А что по реликвиям? Ну, непонятно, короче. Пока что вообще непонятно, о чем я буду стартовать. Это слово совсем. О, Гвард, успехов. Так, привет. Спасибо, взаимно. Так, Крой, ну что, я так понимаю, у нас сегодня будет соперническая каточка. Будем мы с тобой сегодня противостоять, судя по тому, что ты мой подписчик. А это означает, что каточка будет 100% бодрая и потная. Куда ж без этого. Потому что мои подписчики мне от слова совсем не дают поиграть на чем-то необычном, потому что они начинают меня душить. И на самом деле это типа круто, потому что можно показать, как эта сборка себя покажет, допустим, в метовых билдах, в метовых таких вот синергиях и тому подобное. Короче, так как это мой подписчик, я думаю, все будет круто, все будет замечательно и будет нереально потно. Что ж, ну, надеюсь, так оно и будет. Пока что мне как бы два убийцы пришли. Посмотрим, как дальше оно будет приходить. Инчу купил для того, чтобы что? Правильно, чтобы инвестировать в лучшее будущее. Конечно, на самом деле не совсем я и верю в то, что мне сейчас придет фура и придет инча. Не, ну фура пришел, окей. И убийцы, кстати, пришли. И баф... Ой-ой-ой, какая... О, перчатка. Ну, перчатка это уже хорошо. Пока что, ладно, пока что старт более-менее хороший. Не хочу загадывать, конечно, наперед, но посмотрим. В общем, ребят, перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся сейчас в эту каточку, я хочу вас попросить о следующем. Мне нужна ваша поддержка, потому что осталось меньше 30 человек до 2000 подписчиков. Поэтому сами подписчики уже жалуются о том, что ну пора уже достичь 2000 подписчиков. Поэтому, ребят, проявите максимальную активность. Накидайте лайков, накидайте комментариев от 3 слов. А кто, естественно, не подписан, то подпишитесь наконец-то. И минуточка рекламы моего телеграм-канала, потому что мало кто о нем знает. Судя по всему, судя по вопросам и тому подобное. Спасибо за обалденный предмет. Да, не этот предмет я явно жаждал. Ну ладно. Чего нема, того нема. Будем использовать то, что есть, правильно? 2 инчи у меня есть, надо было Фариона покупать. Но купил бы Фариона, не пришли бы мне, соответственно, инчи, правильно? Правильно. В общем, у меня есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. Там я пишу, когда у меня стримы, когда какие-то там новости происходят в реале и тому подобное. То есть там небольшой личный блог, это первое. Второе, когда стримы пишу. Третье, там у нас есть чат комьюнити, это самое главное, я бы так сказал, что чат комьюнити. Там мы все общаемся, переписываемся, скидываем свои билды. Короче, много чего интересного. Поэтому подписываемся, не стесняемся. Никто там не кусается, я тоже там не кусаюсь. Вот, все. Давайте, всех жду. Обнял, приподнял. Так, ну пока вроде бы как убийцы идут, можно было бы попробовать через убийц катануть. Хотя на самом деле, как я уже 1001 раз говорил, то что убийцы это, ну такая, ну, чуть-чуть мертвая синергия. Вот чуть-чуть мертвая, знаете, на полшишечки мертвая. Потому что для того, чтобы убийц реализовать, во-первых, вам нужно обалденнейшие предметы, либо же обалденнейший старт, чтобы все убийцы, которые вы придумали, они и шли. То есть, если вам не идут нормальные убийцы, не идут нормальные предметы и все такое, то готовьтесь, вас обкекают с ног до головы. Вот просто от А до Я. Ну, как бы так. А еще, кстати, я хотел напомнить всем, что сегодня в 6 часов вечера по киевскому времени будет стримчик. Всех жду. Всех жду, у нас там будет лобби с подписчиками. Мы там будем бодаться на мужика. Сразу хочу предупредить. Только женский пол имеет право играть на инсектоидах. Сразу говорю. То есть у нас в лобби нет инсектоидов, кроме девушек. Все. Девушки могут играть на инсектоидах. Все остальные не могут играть на инсектоидах. Кто играет, соответственно, на инсектоидах, я там в телеграме писал, кто он и что у него там. Так. Ладненько. Вроде бы как, ну, нежить идет. Вроде бы как идет. Панду поставил, может мне что-то такое необычное придет. Может мне хан упадет. Может. Ну. Хотя на самом деле слишком как-то много его. Я хочу, чтобы мне еще и хан упал. Со старта. Мне легендарочка со старта. Это что-то такое. Что-то сверхновое. Ну ладно. Ладненько. На самом деле мне самому уже хочется что-то такое интересное записать. Что-то интересное и необычное. Может у меня в этой каточке получится что-то интересное и необычное записать. Я вот в действительности хочу сыграть по... Ого. А вот это морф только что фин сделал, видели?
Если что, Морф только что заэвейдил скилл гоблина-убийцы. Нормас. Абаддон идет. Но Абаддон это, конечно, хорошо. А что там, Фурион у меня будет в скором времени? Или это миф? Я хочу Фуриончика. Хочу Фуриончика, потому что мне нужен апгрейд. Я, наверное, знаете что? Я, наверное, убийц разберу, поставлю убийц. Нежить. Вот так вот. Хотя, на самом деле, возможно, это бред, то, что я так сделал. Не знаю, короче, пока что. Пока что не знаю, я в таком небольшом замешательстве. Потому что вроде бы как это хорошо, то, что я сейчас поставил нежить. Но у меня стол такой, ну, откровенно слабый. И слабый это мягко сказано еще. Слабо это мягко сказано. Понимаете, пахнет слабостью. Причем такой пахнет слабостью, чтобы не передать словами. Прям, знаете, шнек идет. Оп, сюда монетку. Рукавичка имба. Ребята, я миллиардный раз говорил. И миллиардный раз повторю. Рукавичка имба. Юзайте. Юзайте рукавичку. Топ предмет. Топ предмет за свои деньги. Но только, естественно, если есть какие-то суммоны. Если суммонов нету, то грустно-печально, ну да ладно. Не, ну пока что нормально прет. И мартретка пришла заранее, естественно. Когда мне мартретка нужна, она хрен придет рано. А вот когда не нужна, так сразу тебе, Саня, на блюдечке. Я серьезно говорю. Когда я играю, допустим, на тех же самых убийцах, либо хочу какой-то контент с мартреткой записать, мне приходит единственное, что это болт на 28. А скилловичкам в 2 звезды до 10 раунда, 50 плюс монет, держи. Надо, кстати, будет попробовать как-то легионку юзнуть. Ну, реализовать, конечно, легионку будет очень трудно. Потому что, чтобы легионка себя полностью раскрыла, во-первых, нужно, чтобы она шла хорошо. Во-вторых, нужно побеждать чуть ли не в каждом раунде. Потому что будете не побеждать в каждом раунде, соответственно, будет плохо. Продал эту, короче, инчу к чертовой бабушке, потому что, ну, не идет. Вот не идет и все. Вот не хочет идти. Ну и не надо. Я что, упрашивать буду? Разговор короткий. Нет так нет. До свидания. В самом деле, вот этот вот бара, который сейчас есть, типа I have a plan. У меня есть план. Может поставить дубликаты? У меня есть 2 Абаддона, но только 2 цветки, 2 Абаддона и все. О, антимаг, понял. Но на 5 уровне чел нашел антимага. Ставить будешь его? Потому что ты поставишь сейчас этого антимага и просто будешь здесь в лобби тащить по полной программе. Скилл. Скилл и никакого мошенничества. Просто тупо скилл. Изи скилл. Легчайший скилл. Скилл. Ты дыщ. Ну-ка сюда. Ну тут жрица здесь звезда. Я ее не перебью никак. К сожалению, я ее никак не перебью. Да. Классная жрица. 2 звезды она мне очень нравится. Сильная. Очень сильная. Знаете что? Давайте дубликата поставим. Я, конечно, верю в панду. Но не настолько, чтобы прям тащить, пытаться на ней. Поставлю дубликаты. Я в дубликаты как-то побольше верю. Что-то, знаете, у меня как-то вера в дубликаты намного выше. Я думаю, через дубликаты у меня и будет и ситуация получше, и все такое. Может, мне сейчас еще 2 разора как бы прикатит, будет вообще шикардос. Я поставлю 2 разоров. У меня будет как бы нюк неплохой. У меня и так сейчас нюк будет неплохой, потому что 3 щита Абаддона, это тоже, извините меня, не шуточки. 3 щита Абаддона, это, ну, еще та силище. Силище, с которой стоит считаться. Не будешь с ней считаться, дадут тебе в лоб. Он как и цветки 2900 урона нанесли. Большая часть из них чистого. Блин, ну классные такие реликвии. Еще и жрец пришел. Я бы, конечно, лучше такое, чтобы не пришел антимаг, чем этот жрец. Но, как говорится, имеем то, что имеем. Не, ну жрицу 2 звезды я хрен перебью, когда в жизни. Пока что я точно ее не перебью, у меня дамага не будет столько. Даже несмотря на свое количество дубликатов, у меня не будет как бы такой возможности перебить. Может быть... Я не знаю, я, наверное, рольну реликвию. И, наверное, выйду в 30 монет.
Короче, рыльну. Ну, кстати, кабанчики будут неплохие. Сейчас знаете, как мы поступим? Мы сейчас, наверное, продадим... Баншу продадим. Я думал Баншу, либо же Разора, кого-нибудь из них. Сейчас, короче, так вот выставим сейчас быстренько Разорчика. Так выставляем. Ага, хорош. Вот, и что мы делаем дальше? Ну, я думаю, продать все-таки убийцу Горна и поставить Разора. Да, так и сделаем. Так мы и поступим. Все предметы в Абадона закину. И будем дальше сидеть на импакте. Кто вдруг не знает, то смотрите, как сейчас будет складываться ситуация следующим образом. У меня сейчас будут кабанчики подниматься. Да, я там один раунд, грубо говоря, провтыкал, но ну как провтыкал? Я сначала думал, какую реликвию мне взять. Я не знал, что мне из рандомного сундука как бы выпадают кабанчики. Раз кабанчики мне выпали вот так вот, то в принципе можно сделать и вот как я сейчас сделал. Я думаю, будет идеально все. По крайней мере, я хочу в это верить. Я хочу в это верить. Я хочу, чтобы было... Понял, спасибо за меч короля Артура. Очень полезный меч. У меня сейчас никто с руки не будет дамажить особо, но меч полезен, не спорю. Меч полезный, не спорю. Там Джаггер уже в 2 звезды, понятно. Бог-орк будет. А бог-орк это проблема. Да, здесь нету как бы орка-шамана 5. Меня, в принципе, это устраивает. Почти, кстати, все кабанчики, если что, только что апнулись в 2 монетки. Отлично. 3 кабанчика всего лишь не апнулись в 2 монетки. Шикардос. Шикардос. Так, это охотник, играет через лустрик. Окей. Меня это устраивает. Меня это устраивает то, что ты играешь через лустрик. Надо дальше. Надо дальше ждать. Будем идти в уровень. И, наверное, как мы поступим? Как мы поступим? Ну, в принципе, через дубликаты играть тоже было бы прикольно. Но все-таки хочется попробовать сыграть через нежить. Но тут есть бог-орк. А если я буду играть через магический прокаст... Кстати, я не знаю, почему он не ставит себе 2 антимагов. Типа на 5 уровне найти 2 антимагов, это еще тот скилл. Просто чел, ну, нашел себе 2 антимагов на 5 уровне. Нормас. Найдет он его сейчас в 2 звезды, поставит его себе на стол и тупо всех выносить будет. Без шансов. Вот это вот тыдыщ никак не сможет противопоставиться вот этому антимагу. Никак. Я бы на его месте антимага ставил. Надо, конечно, бы, ну, предметы еще более-менее адекватные. Ну, то такое. Так, опять ты. Смотрите, сейчас у меня тупо вынесет без шансов. Несмотря на огромное количество сейчас чистого урона и магического от щитов. Да. Жрица слишком много хилит. Если бы не жрица, то я бы его вынес. Но так как тут есть жрица, я его, соответственно, не выношу. Кстати, сейчас я не буду апать, если что, уровень, потому что если я апну уровень, у меня не будет денег для того, чтобы поставить какую-то фигуру. Ну, как бы будет, но я не хочу выходить из инкама. Да и, в принципе, особо не надо. ХП у меня есть. Деньги есть. Я вообще мажорвань. Мне бы Разора, конечно, еще одного. Было бы вообще шикардос. И мне нужен Дискорд, наверное. Дискорд не нужен, потому что 25 магического сопротивления понизит. Это шикарно. Это шикарно еще и как. Но только, блин. Через нежить-то тут играть очень опасно. Тут уже бог-орк собирается. И вот как мне играть против этого нежити, пока что не особо понятно мне. Вообще бы я хотел, чтобы у меня сейчас были 2 пары арканцов. 2 пары арканцов это то, что доктор прописал. Я, в принципе, и так неплохо справляюсь, но хочется, чтобы у меня было 2 пары арканцов. Нормально пока себе хп экономлю. Давай Разора. Вот ты жлоб. Ладно, пока вот так вот сделаем. Типа, я в Разора очень верю. Будем идти в уровень. Будем идти в уровень по максимуму, потому что надо так. Надо так. Надо. Это не то, что я хочу, а так надо. Надо хотя бы в 8 выйти. А там, может, у меня кабанчики апнутся уже. Я на самом деле надеюсь, что у меня кабанчики быстренько апнутся в 2 звезды. О. Чистая оговорочка по Фрейду. Кабанчики в 2 звезды, по бырику. Чисто по бырику. Не, нормально, пока что тащу. Пока что тащу. Хочу усилить стол, но мне пока некак усиливать стол. Тупо некак. Даже нечем. А сейчас у меня будет 7. Ладно, не... О, Абадончик. Абадончик, Абадончик. Ну, блин.
Хочется, конечно, его в 2 звезды поставить. Ну, выйду пока из... выйду. Выйду пока из инкама. Как же поступить? Абадон сильный. Ладно. Апгрейд так апгрейд. Апгрейд значит апгрейд. На самом деле, щит 3-го уровня у Абадона какой-то овер слабый, как по мне. Типа, почему такой слабый щит на 3-м уровне? Почему 450 урона поглощения? Но единственный плюс у этого щита это то, что если вы накинули этот щит на себя, допустим, ну, на Абадона он накинулся, да, то когда его будут бить, точнее, это минус, это не плюс, это минус. Когда его будут бить, то, соответственно, будет минус мана-реген, когда его будут бить. Ну и, соответственно, и противники тоже не регенятся. Это вот как бы минус. Когда так сейчас билд поставлю, у меня будет немного чернокнижников. Немного чернокнижников будет. Окей. Пока все более-менее хорошо. Пока что. Короче, щит на самом деле этот прикольно, потому что, смотрите, когда вас противник будет бить, во-первых, он не будет себе хп регенить, это первый момент, что самое плюс. Когда он будет, соответственно, вас бить, он не будет себе ману регенить. Но это касается, соответственно, и Абадона. Когда его будут бить, он, соответственно, ману тоже регенить не будет. Это как бы минус уже. Такой неприятный, я бы так сказал, минус. Было бы прикольно, что когда его в этот щит бьют, то, соответственно, ман регенится. Ну, я бы такой не знаю, я бы щиток вот этот, чтобы сделали, но чтобы не 450 урона, как бы, его делал, а чуть больше, как, ну, хотя бы урона 500, 600 где-то, потому что, ну, как бы, не, ну, 500 это мало, где-то 600 урона на чтобы он выделал. Но все-таки это 3-звездочная фигура. У него... Хорош. Такое мне нравится. Такое мне нравится. Я, короче, буду играть через нежить, но буду играть через магический прокаст. Это, конечно, будет чревато последствиями, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как туго все. Больно-то? Больно-то как? Больно в ноге. Не надо так душить. Жесткие у ребят столы. Жесткие, очень жесткие. Не хватает одной нежити. Может алхимика поставить. Это добав магов пропадет. Ну, можно уровень взять чуть-чуть. У меня все равно кабанчики будут на будущее. Может взять... Хотя ладно, нам, короче. Короче, как-то так сделаю. Я что-то подумал, что Абадон будет не 4 монетки стоить на продажу. Боже, какой дурак. Я бы в любом случае здесь откиснул. Я бы хотя бы мог не так сильно в лицо получить. Ёп твою медь. Кто здесь идиот? Я? Да. Короче, как-то так сейчас сделаю. Не буду выходить из инкама, будет 50 монет у меня будет. В принципе, я должен сейчас этот раунд затащить спокойно. Хотя, на самом деле, у меня такой слабый стол, что вряд ли это будет спокойно. Это будет, скорее всего, крик души. Интересно, что мне сейчас за реликвию еще пойдет. Че, серьезно?
Ну не, ну почему ты щит накинул на Клокерка? Почему ты... Ой, бог ты мой, какой ты... 100 хп у этого... Ой, боже, короче. Это был великий план. Да. Я дурак. Я дурак. Но, знаете, раньше был такой мем. Если Саня не откисает мобов, то это будет, значит, не ролик. Это, значит, будет не ролик. Но, а если уже откис от мобов, то, значит, это будет лютый контент. Вот и посмотрим, так это или не так. Так это или не так. Там маги собираются. Вот это вот меня, конечно, немножечко расстраивает. Что же делать? Как же поступить? Какую сборку себе сделать? Ой, как кабанчики плохо. Ой, короче, если что, у вас тут вебка. Вы не видите этого, но... Чтобы вы понимали, там только 3 кабана по 9 монет, а все остальные по 5 и 6 монет. Это просто, ну, это нечто. Это то, о чем я мог только мечтать. Бог-жрец еще там нарисовывается через визжи доктора. Ой, Хана чел нашел. На секундочку, если что, этот бог-орк, он сидел только что без монет, без денег, без ничего, взял себе уровень и тупо нашел себе Хана. Ну, 1%, если что, шанс выпадения. Окей. Еп твой... Что? Боже, один раз поплавило, и все, и меня теперь плавят все время. Это полный... Цитюрка-рез. Короче, есть у меня, да, такая экстренная идея. Попробую ее реализовать, хотя я уверен, что это будет дичь. 9 монет, 9, 8 монет. Ладно, выходим из инкама пока что. О, жрец. Хорошо, пока что я так думаю, что время поинкамить. Я думаю, время поинкамить. Верили я в этого Абадона? Хочу ли я сейчас через... Не знаю пока что, короче. 2 яйца. Отлично. Думчик идет, хорошо. Надо из инкама выходить. Да боже, как мне этот Абадон идет. Ладно, я куплю этого Абадона. Так, бок сюда. Яйцо мапаем сейчас одного Абадона. Отлично. Еще. Короче, у меня есть такая... Ой, идите в задницу, короче, вы кабаны. Чтобы вы понимали, эти кабаны они сейчас сидят в 9 монет уже... Сколько? 4 раунда. В 9 монет кабаны сидят 4 раунда. Вы этого не видите, потому что вот тут вебка стоит. Ну, столько времени они сидят, если что, в 9 монет. Да зачем они такие нужны? Бесполезные создания, они не кабанчики. Это очень плохо. На самом деле это максимально ужасно, то, что у меня кабаны так плохо апаются. Я думал, это конечное сейчас будет. Спасибо за варлока. Конечно, мне сейчас не особо нужен, но спасибо, что хотя бы так. Мне нужно чернокнижников поставить, чтобы у меня был хоть какой-то отхил. Так, Абадончик еще один. Надо было того Абадона брать. Но я не рассчитывал, я не думал то, что я буду играть сейчас через Абадона. Но так как он мне так идет, давайте попробуем через Абадона сыграть. Почему нет? Контент требует жертв. Ну, либо я тут что-то получится у меня сделать, либо же я... О, сюда. А чё, кстати, на яйце нету автоматического апгрейда? Чё за бред? Везде есть, а тут нет. Это как-то не так, как надо. Лича, короче, продам. Я, конечно, в Лича верю, но не особо верю. Не верю настолько, насколько я верю сейчас вот в Абадона. Боже, как же плохо апаются, если что, эти... Очень плохо апаются кабанчики. Там половина кабанов еще до сих пор по 7 монет сидят. Это просто... Ну, это жестко. Че, это камбэчное? Если я камбэкну на таком бадоне с такой вот игрой, то что меня 2 раза так люто поплавило, это прям будет нечто. Чтобы вы понимали, у меня только 2 кабанчика сейчас по 9 монет из тех.
Если что, то кабаны у меня стоят с 11 раунда. Причем я 11 раунд заабузил. Я, кстати, могу поставить вместо одного дума еще одного чернокнижника. Будет у меня 20 хп регена. Но будет ли мне от этого как-то прок? Пока что... Хотя можно поставить, в принципе. Почему нет? Плюс 10% хп регена лишним пока что не будет. Хотя 2 дума, наверное, получше будет. 2 дума это все-таки 2 дума. О, 1 кабанчик, 10 монет. Отлично. Сейчас после этого раунда я продам этих кабанов. Если, конечно, по 10 монет будут. А если не будут, то, может быть, и продам, чтобы выйти в 50 монет. А ну-ка, ребят. Не, ну, если этот ролик выйдет, то и так будет понятно, что это хоть как-то, ну, камбэкнул даже в топ-3. Но все же. Давайте так, забудем о том, что, допустим, этот ролик вышел. Если он выйдет, конечно, то напишите в комментариях. Какие шансы здесь занять топ-3? Я, кстати, наверное, возьму этот кристалл. Вот какие шансы занять здесь топ-3? Там чел уже Хана себе 2 звезды нашел. Возьму вот этот кристалл. Может он стырит сейчас способность. И будет все замечательно. И будет все круто. И жизнь заиграет иными красками. Я не хочу сейчас как-то всех кучно ставить. По той лишь причине, что, ну... Есть Сайленс. Есть куча такой... О, 10 монет. Отлично. 1 комбайн всего лишь остался. Который 8 монеток сейчас до сих пор сидит. Стоило мне твоих собратьев продать, так ты сразу апаться начал. Знаете? Это жестко. Там антимаг 2 звезды уже. Нормалек. Это будет сложно. Так. Горн возьму. Омник. Но у меня есть одна идея. Я, короче, наверное, буду через фулл горн играть. Сейчас, конечно, поставлю пока что чернокнижников. А так я, наверное, в действительности буду играть через фулл горн. Так, чудо. Слышь? А ты чё меня копируешь? Нормально, кстати, 2 щита Абадона стрел. 1 хорошо, 2 лучше. Ну вот, видите, меня дамажат, а я не получаю маны. Только если мой щит взорвется, то, соответственно, я буду получать ману. Ой, хексы, и то, и все. А можно не так сильно? Да отпути ты меня уже. Щиточек. Щит всемогущий. Хорош. Но Хекс творит чудеса пока что. Бэм. Хорошо, щит накинулся. Нормально, живем. Хилимся, живем. Вот видите, мана мы никто... Мы друг другу ману тупо не восстанавливаем. Он меня убьет сейчас. Ладно, окей. 5 хп осталось. И... О, квапа. Квапа всемогущая, это всегда хорошо. Пожалуйста, фулл горн. Пожалуйста, ну горн, приди. Time to горн. Не надо мне, ты. Ты мне не нужен, мне нужен горн. Ну, пожалуйста. Две квапы, это хорошо, это отлично. Пожалуйста, горн. Да, я надеялся, что мне повезет. Но я, короче, наверное, инвокера скипну. Инвокер это, конечно, классная тема, но в данном случае мне инвокер не нужен. Я больше верю в квапу. Вот квапа это имба, вот в квапу я верю 100%. А вот как-то в инвокера я не особо верю. Вот квапа это реально имба. Ломает позиционку, наносит кучу чистого урона. То есть, ну, то, что доктор прописал. Еще и Дум у меня есть, который, если что, накидывает свой минус хп реген. И я дал ему, если что, только что минус 19 в лицо. Это тот чел, который топ-1 находится. Спасибо. Вовек не забуду такой щедрости. Бог рандома. Вовек не забуду. Просто. Просто благодарность тебе за это. Мне бы еще квапу сейчас 2 звезды. Че, может давай квапу 2 звезды? Боже, у меня 5 хп. У меня 5, мать его, хп. Ну, у меня есть, конечно, еще один вариант. Мне нужна призма. Мне нужна призма. Призма имба, особенно по той лишь причине, что у меня есть Doom.
У Дума таргетная способность, поэтому ее накидается на врагов. Так что да, Дум имба. Дум, я считаю, имба. Так. Не, ну Квапая это вообще имбулька. Вы просто посмотрите, как же она хороша. Как же она жестко ломает позиционку противнику. Один щит спал, второй накинулся. Знаете, в чем прикол? Самое главное то, что вот этот Абадон стырил скилл у игрока под ником Чудо. И он стырил щит 3-го уровня. Не 2-го уровня, не 1-го уровня, а 3-го уровня. То есть у меня сейчас на моем Абадоне 2 щита 3-го уровня. То есть 1 щит хорошо, но 2 лучше. Мне кажется, им полная... А вот, конечно, Чудо меня может вынести, но я надеюсь, что Думчик меня не подведет. Думчик будет красава, и Думчик накинется как надо. Да, Думчик? Мы же с тобой, ну, с миндальной связью. Угу. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, тут на самом деле шансы на победу, ну, вот такие, вот. На донышке, вот такие вот прям. Меньше донышка, так крой. Походу я проиграл тут. Походу это next. Кстати, в щит не отталкивается, видите? Я и выиграл. Я выиграл. Это вкусно. Ой, как вкусно. Плюс деньги, плюс бабки. Спасибо, Кура, тебе за винстрик. Спасибо тебе, мой дорогой, за винстрик. И, кстати, походу, в действительности в этот щит не отталкивается Абадон. Если я правильно обратил сейчас внимание, то в этот щит в действительности не отталкивается. Вы это видели? Я накинул щит. Меня начали дамажить, у меня чел не начал отпрыгивать. Либо это из-за того, что у меня фигура стояла спиной. Короче, надо будет обратить на это внимание. Но, по-моему, щит не дает тебя откидывать. Ну, кстати, из-за того, что у меня есть фулл горн, мне вообще плевать. Потому что все охотники начинают сначала бить горн, а потом только меня. Это имба. Нет, 2 щита стырить, это реально имба. 1 щит хорошо, но 2 лучше. Серьезно, там, ну вы видели сами импакт. 2 щита накинуться, это прям нормально. То есть 1 щит у тебя 2,4 секунды КДА, так у тебя есть еще запасной щит. Но на самом деле, если сейчас соберут кто-то антимага, то все. Ну, моего Абадона вскроют только так, только в путь. Это как будет Джим Керри, который из носорога вылазил. О, кстати, мета. Мета это хорошо. Кто понял отсылочку, а, по поводу Джим Керри? Вот так уже будет антимаг со мной делать. Причем он будет из Абадона вылазить. Так он его еще будет параллельно там немножечко внутри чикать. Но у Чуда, кстати, тоже прикольный билд. Он собрал себе 4 бога и собрал себе новый билд, новую синергию вот эту. Плюс Абадонов 3 звезды. Но я так понимаю, что он хочет собрать себе еще и Вич-докторов 3 звезды. Но мне пока что по предметам не очень. У меня будет получше чутка. Я думаю, пока что можно рольнуть предметики. Просто арканцов не хочется лишаться. Там очень жесткий охотник. Ладно, была не была. Конечно, наверное, мифриловые доспехи, хотя и драконий рог хорош. Но я, наверное, возьму все-таки мифриловые доспехи, потому что там есть хекс, а у меня мой персонаж это Абадон. И вот, ну, сами можете представить себе, что такое будет, если мне прилетит хекс в Абадона, который будет стоять 5 секунд АФКшить. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Так не пойдет. Опа, чудо. Опа! Минус чудо. Чудо не случилось. Мета-юзом, естественно. Как я это понял, вдруг кто не понял, то в правом верхнем углу экрана я нажал на денежки и, соответственно, показал вам, что у меня сейчас будет плюс бабки. Боже, какая Абадон имба. Какая Абадон имба все-таки. Но Горн мне, кстати, помогает, причем жестко. Я там еще и кого-то вынес. Что происходит? Квапу, естественно, напаем через яйцо. Я, наверное, еще и Варлока поставлю 2 звезды, если он придет. Самая главная проблема это сейчас будет охотник. Кстати, он играет не через мантию, это хорошо. Играл бы он сейчас через мантию, то, возможно, он бы меня позже подправил в next. Собрал бы тем себе какого-то антимага и все, пошло-поехало. Хотя на самом деле, если бы там сработала кучу раз без оружия, то вряд ли бы он что сделал со мной.
Мгм. У меня же все-таки есть Фулгорн. Ну не, если был бы антимаг, то я бы уже поехал в Next. Но пока что мне дают пожить. Пока что мне дают поиграть. Хотя там есть антимаг у чуда. Но не поможет. Надо что-то жестче. Ребята, нужно что-то жестче уже. Так, Думчик. Думчик пошел. Думчик молодец. Думчик, давай, души. Щита, кстати, такая неплохая, неплохой радиус срабатывания. Так, Думчик на Джаггера. Хорош. Красавчик. А там щит 5-го тира. А как же все равно, да? Я думаю, они сидят в полном шоке. Я сам в шоке сижу сейчас. Я сам в шоке сижу от того, что это сейчас работает. Как это работает? В этот билд можно докинуть еще инвокера, но я хочу докинуть варлока. Инвокер, конечно, не такая лютая имба, но против, допустим, того же охотника, который будет против меня, собрать инвокера в 2 звезды, он будет накидывать обезруш, и это будет жестко. Это будет очень жестко. У меня есть квапа, которая, извините меня, раз в 6 секунд свой крик дает. Это уже жестко. Короче. Да, это сильно. Так, а ты хоть до квапы доставал все время? Доставал. А ты только сейчас обратил внимание на то, что ты мог не доставать. Так, снова ты. Давай. Так, выиграл. Прости, пожалуйста. Я не хотел. Ну что ж, восстанавливаем свою хпшку. У меня там было сколько? 5 хп, по-моему? Или 2? 2 хп у меня было. На секундочку. У меня где-то в каточке было 2 хп. На секундочку. О, там жрец собрался фуловый. Это плохо. Еще и антимаг. О, ладно, долго он не пожил. Долго он не пожил. Жил, да не тужил. Че, ну, возьмем, наверное, Дискорд, попробуем найти. Минус 25% магического сопротивления, это очень много. Хотя там охотник, он может меня отталкивать жестко, но там есть убийца, и есть этот чел, который через богов. Так. Аж нос зачухался. А раз нос зачухался, мне, скорее всего, могут тренделей навешать. Но надеюсь, этого не случится. Мне бы сейчас, наверное, предмет 4-го тира какое-то колечко, либо же еще лучше... А, в действительности, видели прикол? Если вы стоите спиной к охотникам, то вас не отталкивает. То есть это не щит такой имбовый. Ой, как же я обожаю такого. Боже, Квапа это лучший герой, запомните. Извиняюсь, если шум. Надеюсь, не слышно, конечно, на микрофон, но все же. Квапа это лучший герой. Это самый имбовый герой. Вы видели, сколько импакта она внесла? Это просто, ну... Горячая штучка. Нереальная комбинация. Каждые 3 секунды, короче, там окно в 3 секунды. Квапа на 2-м уровне дает этот страх на 3 секунды, который длится. И, соответственно, 3 секунды окно. На секундочку. 3 секунды окно. Это очень мало. То есть тебя Квапа каждые 3 секунды начинает обескураживать. Можем так это назвать. Два щита Абадона — это то, что доктор прописал. Кстати, мифриловый доспех еще один упал. Можно будет в Думчика закинуть. Чтобы ему тоже там Дум не прилетело, что-то такое. Но на самом деле, в действительности, вот если бы охотник сейчас бы собрал себе антимага под мантией, он бы меня испепелил. Я бы вряд ли это вытащил. Не, ну может быть. Хотя, все-таки думаю, нет. Но мог бы он сделать как бы получше. Там просто он бы, знаете, как сделал? Он мог бы сделать себе 6 охотников, 4 морских. И при этом еще и антимага закерить. У меня дамага не было вообще. А как мы помним прекрасно, то, если что... Антимагу на Сайленс плевать. Ему не плевать только на безоружие, на всякую такую тему. Но я думаю, своими охотниками он бы быстро вот этот город, который в середине разбомбил. Плюс он сам охотником считался, поэтому они могли бы очень быстро разбомбить все. Знаю, наверное, инвокера, конечно, скипну. Лучше Варлока поставлю. Варлок мне нравится.
Рога войны у меня нету, но в принципе и не надо. А ну-ка. О, призма. Призма это хорошо. Так. Боже, как я обожаю этого дума. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, в Абадончика. Ой, как хорошо. Это то, что доктор прописал. И Квапа, боже, Квапа имба. Просто какое сочетание имбовое. У меня еще хпшка. Боже, боже. Из говна и палок слепил лепешку. Давай еще пару яиц, и я буду доволен. Я себе еще и Дума в 3 звезды соберу. На самом деле, Дума не хочу в 3 звезды собрать. Короче, призму надо отдать. Призму надо отдать в Дума. Я думаю, все поняли уже почему. Я сам только об этом понял. Когда закинул в Абадона, я понял о том, как, ну, что призма работает немножко иначе. Я что-то подумал, что призма будет работать и на щит Абадона, а оказывается нет. Там для дебилов написано о том, что целенаправленные способности, которые будут накидываться на врага. То есть это думы, обезоружие и тому подобное. Лагуны всякие. То есть то, что кидается во врага. Я что-то, короче, я что-то подумал на мгновение, что щит Абадона тоже подойдет. Ну ладно. Ну ладно. 3 щита, просто 3. Боже, как он часто накидывает свой щит из-за того, что у меня есть 2 щита. 2 щита Абадона 3-го уровня. 1 щит хорошо, 2 лучше. Давай это, Дума 3 звезды. Ага. Яйцо у меня есть. Что, доживем? Ну там охотник жесткий. Охотник жесткий может меня вынести. Вот этого бога, который на чуде, я его выношу спокойно. У меня есть и Горн. Ну, кстати, Горн мне реально помогает. И обезоружие, и станчики после активации способности. Вдруг кто не знает, как работает Горн, то напомню. Горн работает следующим образом. Это не имба ни в коем случае, но все же. Есть 10% шанс на то, что сработает обезоружие. Это первый момент. Работает как сквозь БКБ, сквозь все, то есть обезоружие 100% прилетит. Против охотников самое то. 10% шанс, там, по-моему, на 2 секунды. Потом стан. Есть тоже там некая вероятность, что прилетит стан после использования способности. Ой-ой-ой, больно-то как. Больно в ноге, да? Ой, как больно. Блин, я хочу проверить... щит Абадона позволяет отталкивать или нет. Я просто пока что как-то не замечаю этого. Если щит Абадона не позволяет отталкивать, это жестко. Это сильно. Норм камбэк. Я сам удивлен. Спасибо за хана, кстати. Спасибо. Спасибо за покушать. Спасибо за покушать. Я доволен. Квапа. Может, в 3 звезды Квапу собрать, а? Вообще я Варлока хочу хотя бы в 2 звезды. Сейчас надо... А ну, вместе со мной сейчас обратите внимание, отталкивает ли... Спасибо за 2 яйца, конечно. Отталкивает ли... под щитом Абадона? Отталкивается ли не под щитом Абадона? Вот, давайте посмотрим. Дум. Бам. Дум ворк охотника сразу. Так. А, да, отталкивается, все вижу. Я что-то подумал, что не отталкивается. Но это было бы круто, если бы под щитом Абадона они не отталкивались бы. Это было бы очень круто. 2 хп осталось. 2 хп осталось. На последнем хп живешь. Но я же говорю, серьезно, типа, если бы он собрал себе антимага под мантию, он бы меня спокойно уже вынес. Я бы уже уехал в Next. Такого бы не было. А я еще и камбэкнул, получается. Да, это жестко. Да, это жестко. Но на самом деле, ему, наверное, нужно было бы все-таки собрать 4 морских сверху. Если он уже хотел играть через охотников вот так, то ему надо было собрать, наверное, 4 морских сверху. То есть сделал бы себе 6 охотников, 4 морских сверху, добавил бы, может, даже каких-то ведьмаков, ну, я имею в виду, там, может быть, вместо морских. Но на самом деле, морские здесь самое то, потому что я бью только магическим уроном, и он бы меня, он еще и предметы не переделывал. Ладно, понял. То, что он предметы не переделывал, это жесткая ошибка. Надо было переделывать предметы, тогда бы было бы совершенно иначе. Кстати, взгляд АЗС. Имбулька упала. Можно, в принципе, медальончик убрать. Хаотичный договор. Давай. Давай. Я уверен все равно, что я не проиграю, но даже если проиграю, я хотя бы не отдам ему винстрик свой. Не отдам винстрик, соответственно, у меня будет куча бабла.
Так, ну что там? Что там? Где мое усиление? Две... А, нет, квапа одна. Ну, может, хотя бы жрицу в 3 звезды. Ну, нет, так нет. Больно-то и хотелось. Ну, Варлока тоже мне не дали. Ну, ладно. У него 2 хп. Сейчас будет весело. Я еще взгляд Азеса нашел, который будет сейчас замедлять его. Это будет вообще шикардос. Ну, ты нашел бы... Ну, ты как бы нашел Некромикон. Ну, а дальше что? А дальше ничего. А дальше все. Я, кстати, сейчас квапу поставлю по тебе вот таким вот образом. Вот так вот. Ай-яй-яй! Переставил он. Переиграл меня. Перехитрил хитрец. Так, Ворон сдох. Безруш полетел от Квапы. Квапа не сдохни, пожалуйста. Квапа, живи. Боже. Я не ожидал, что у меня хоть что-то получится. Вообще не ожидал хоть что-то, что получится. Как же это сильно все-таки. У меня ж, ну, голос немножечко подсел. Это очень сильно. Это нереальная игра была только что. Я не знаю, как это получилось. Тупо не знаю, как это получилось. Вообще не знаю, как это получилось. Как это получилось? Как я занял топ-1? Как? Я не знаю. Но катка имба. Катка реально имба была. Да. Сильно? Еще и как сильно. Мне добавить нечего. Катка получилась очень интересной. Все было просто замечательно. Ну, я получил тонну эмоций, как разочарование, отрицание, боль, злость и тому подобное, и там восхождение, восхищение, радость. Не знаю. Это круто. Это круто и очень круто. Не ожидал. 100% не ожидал такого. Я не ожидал такого исхода. Я думал, я хотя бы там, ну, в топ-3 зайду, потому что там собирали антимага. Один, мать его, антимаг мог меня спокойно законтрить. Да почти там множество билдов могло меня тупо законтрить. А тут я жив. Жив, здоров, красив. Как всегда. Это жестко. Да, это жестко. Добавить мне нечего. Давайте так. Добавите вы, соответственно, в комментариях, что думаете по поводу этой катки и в целом обо всем, что вы думаете. А также не забудьте поставить свой лайк, потому что мне нужна ваша поддержка. И кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь, потому что осталось меньше 30 человек до 2000 подписчиков. Еще у меня есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!